Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня предлагаю приготовить булочки из моего любимого дрожжевого слоеного теста. Для приготовления мне необходимы следующие продукты: 500 граммов просеянной пшеничной муки, 200 граммов сливочного масла, 200 мл молока, 50 мл воды, 1 чайная ложка 5-6 граммов сухих дрожжей, 1 яйцо или 2 желтка, 1 чайная ложка соли и 1 столовая ложка сахара. Молоко и вода должны быть теплыми, сливочное масло мягким. Желательно накануне достать его из холодильника. Сначала нужно активировать дрожжи. Я это делаю всегда, чтобы убедиться, что с дрожжами все в порядке и не переводить зря продукты. В теплую воду добавляю дрожжи, чайную ложку сахара от общего количества и чайную ложку муки, тоже от общего количества. Все хорошо размешиваю. Чтобы дрожжи не прилипали к ложке, можно засыпать их в воду и дать постоять минут 5, чтобы они разошлись. Оставляю смесь до появления пенной шапочки. Если шапочка не появилась, значит дрожжи не активны. Нужно брать другие. Муку смешиваю с солью. Яйцо разбалтываю с сахаром. Дрожжи у меня активировались буквально за 5 минут. Вот посмотрите, какая пышная шапка. Делаю в муке углубление и добавляю дрожжи, яйцо с сахаром, теплое молоко и все аккуратно перемешиваю. Перемешанные продукты перед замесом оставлю минут на 15-20, чтобы влага равномерно распределилась. От общего количества беру 20-25 граммов масла. Вот так я зацепила ложку, у меня получилось 22 грамма. Добавляю его в тесто и вымешиваю. Удобнее это делать на столе или в комбайне. Вымешиваю до гладкости, однородности и чистых рук. У вас на это уйдет минут 7. По мере необходимости подсыпайте муку, но очень не увлекайтесь. Тесто не липкое, прекрасно вымешивается и просто на столе. Тесто готово. Структура у него гладкая, однородная. Оно довольно нежное и совсем не липкое. Дно миски смазываю растительным маслом. Тесто округляю. Собираю от краев к центру, укладываю и сверху также немного смазываю растительным маслом, чтобы оно не заветрилось. Накрываю пищевой пленкой или влажным полотенцем и убираю в теплое место до увеличения в объеме в 2-2,5 раза. Можете поставить в электрическую духовку со включенной лампочкой. Тесто подошло, ему хватило 45 минут. В зависимости от окружающей температуры это может быть время от 40 минут до 1,5 часов. Теперь его нужно обмять. Просто стягиваю к центру края. Переворачиваю, округляю, укладываю обратно, прикрываю пищевой пленкой и на 20-30 минут убираю в холодильник. Подпыляю стол мукой и выкладываю охлажденное тесто. У меня оно даже попискивает, что очень хорошо. Теперь из теста нужно сформировать прямоугольник со сторонами, скажем так, 2 на 3 и раскатать его. Толщина примерно сантиметр. Сливочное масло поделю визуально на 3 части. Треть масла выложу на половину теста. До самых краев не доходите, оставляйте где-то сантиметр. Просто размазываю мягкое масло по тесту, стараясь равномерно его распределять. Закрываю несмазанной половиной теста. Закрываю края и складываю в четверо. Складываю асимметрично. Один край длиннее, второй короче. И еще раз пополам. Немного подпыляю мукой. Аккуратно перекладываю на доску с пищевой пленкой. Сверху тоже насыпаю немного муки. Прикрываю вторым концом пленки. И убираю на 15-20 минут в холодильник. Выкладываю охлажденное тесто на подпыленный стол. И делаю все то же самое. Раскатываю прямоугольник. Если края будут не очень ровные, не волнуйтесь, здесь это не критично. Смазываю половину теста третью масла, не доходя сантиметра до краев. Накрываю второй половиной, закрываю края и складываю втрое. Можно сложить в четверо, но раскатывать будет сложнее. Подпыляю верх теста мукой, выкладываю его на пленку, сверху тоже немного подпыляю, закрываю пленкой и в холодильник на 15 минут. Охлажденное тесто достаю, выкладываю швом сбоку и все повторяю. Раскатываю прямоугольник и смазываю половину теста оставшимся маслом. Закрываю второй половиной,
Скрепляю края, делайте это уже аккуратно, чтобы не прорвать тесто, и складываю втрое. Опять же можно вчетверо, но, как я уже говорила, раскатывать сложнее. Прикрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник на полчаса. Это был последний раз. Через полчаса тесто можно использовать. Если все тесто сразу вам не нужно, можете немного его раскатать, часть отрезать и заморозить. До 2 недель в морозильнике оно спокойно пролежит. Потом вытащите его в холодильник, и когда оно разморозится, можете использовать. А я покажу, как быстро из него можно сделать булочки. Для этого раскатываю, также придавая форму прямоугольника. При раскатке лучше тесто периодически переворачивать. Но сторона без швов в итоге должна получиться внизу. Толщина раскатки 3-4 мм. Если делаете круассаны, можете раскатывать тоньше. Для булочек не нужно. Разрезаю тесто на прямоугольные полоски. Ширина полосок зависит от желаемой величины булочек. Беру более широкую полоску и смазываю середину вареньем. Любым, какой вам нравится. У меня черная смородина. Много не нужно, потому что может потечь. И теперь заворачиваю края к середине. И аккуратно скрепляю. Полоску разрезаю поперек. Величина, опять же, на ваше усмотрение. Выкладываю булочки швом вниз на противень, оставляя между ними расстояние. Для красоты можно сделать неглубокие надрезы. 1 или 2. Таким же образом поступаю со следующей полоской теста. Можно перевернуть полоску сразу и сделать надрезы. Начинка может быть совершенно любая. Часть булочек я решила сделать с сыром. Выкладываю на середину тертый сыр. Можно перемешать его с тмином, кто любит тмин. Я люблю, но моя семья любви не разделяет. Не нужно набивать булочки начинкой. Я сама это дело люблю, но здесь края открытые и может потечь. Когда режете булочки, не пилите, режьте одним движением. Перед выпечкой булочкам 30-40 минут нужно дать расстояться, а за это время разогреть духовку до 200 градусов. Булочки мои ожили, расстоялись, и я смажу их сверху разболтанным яйцом. Можно смазывать яйцом, можно желтком с молоком, сливочным маслом, можно просто водой. На сырные посыплю немножко семян сезама. Подождите минутку, чтобы яйцо впиталось, и перемещайте их в духовку, примерно на 15 минут. И посмотрите на эту красоту. Готовые булочки снимаю и ставлю следующую партию. Посмотрите на структуру теста. Оно нежное, пышное и слоистое. А вот такие получились маленькие сырные булочки. Или даже пирожки. Вот такие булочки из дрожжевого слоеного теста у меня получились. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте. Это тесто одно из самых вкусных и не капризных. А я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр и желаю успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки!